Приветствую вас, зрители! С вами VR109, и сегодня я расскажу вам про свою пекарню. Ну да ладно, я сегодня не готовил ни текста и даже мысли не задумывал, как мне все это подобное видео пилить. Сегодня будет чисто энтузиазм, много косяков, дублей, ну и прочая ересь. И начну я, пожалуй, с корпуса, чтобы потом не мучиться с ним. Все это у меня собрано в корпусе от Zaumann ZMT2, надеюсь, правильно произнес, формата micro-ATX с нижним расположением блока питания. И все это, конечно, обклеено, как вы можете заметить, наклейками. И вы меня спросите, а нахрена я так обклеил его? Да, просто чтобы сделать его приметным, потому что есть кое-какие косяки с пробажей моей техникой из дома. Блок питания. Давайте-ка перейдем сразу, потому что коробку мне доставать крайне неохота. Тут стоит блок питания Thermaltake Tank Power DPS, или как его там, на 850 Вт. Платиновой сертификации. Вы меня спросите, а что так жирно? Я вам скажу одно. Первое, запас на будущее. Второе, с энергетиками в моем городе крайне сложно. Так что могут вырубить и все нахрен погорит, когда все это, естественно, включат. И, естественно, с такой же целью была защита куплена материнская плата Asus B150MA, защита от перепадов и прочее. Ну и, конечно же, который, по идее, должен быть заявленный разгон, который сейчас через 5 дней после ее покупки. Процессор. Вот. Процессор является самой большой ошибкой в этой сборке. Intel JOS, ай мля, как дорого, 6400. У данного процессора вот тактовая частота 2,7 ГГц, турбобуст до 3,3. Но, к сожалению, до 3,3 он не кочегарится, максимум 3,2. И, к сожалению, процессора, крайне не хватает в играх. Так, давайте-ка уж перейду к видеокарте. AMD RX 480 на 8 гигабайт. Видеоха я доволен. Она меня устраивает, все это передача отличная. Ну и жесткие диски. Первый стоит Toshiba на 500 гигабайт, а второй стоит Toshiba на 2 терабайта. Разных серий. Оба имеют обороты до 7100 оборотов. Кэш 64 мегабайта. И этих жестких дисков для работы и игр мне успешно хватает. Ну и изначально вы меня спросите, наверняка все это не собиралось, не сразу все это собралось. И я вам скажу да. Я дико извиняюсь за то, что не упомянул оперативную память. У меня стоят две планки, каждый по 8 гигабайт от Corsair LPX. Они имеют заводскую частоту 2400 МГц, но, к сожалению, из-за процессора они работают на 2133 МГц. Ну да ладно, изначально был компьютер собран был в корпусе, в старом древнем корпусе ATX формата. Доставать я уж не буду, уж извините, впадлу. Также у меня стоял ноутбучный жесткий диск по систему, и скажу вам, такая себе идея. Ну и вместо видеокарты, которая сейчас стоит, у меня стояла GeForce 750 Ti на 2 гигабайта. Ну давайте, докажите, что она наравне с PlayStation 4. Ну и естественно, блок питания был изначально не платиновый. Я ж не дурак тратить сразу все деньги на блок питания. Изначально у меня стоял вот это безобразие на 600 Вт бронзовой сертификацией. И меня вы спросите, может ты еще и заумовский кулер купил? Ну, я его не покупал, у меня стоял боксовый кулер, и его успешно хватало. Но однако у меня есть тот заумовский кулер, пришедший этой весной. Кулер у меня стоит сейчас Титан. Хер пойми какой серии. Но то, что она может удержать 6-ядерные феномы и даже 8-ядерные FX в стоке и даже немного в разгоне. Да что там гнать, только мозг северный и память. Ну и немного частоту по ядрам поднять, если у тебя вишера. Я еще забыл упомянуть. Sound Blaster RX5. Данная звуковая карта, конечно, не особо сильно профит дает от материнской встроенной, но качество звука получше. Громкость, диапазон куда выше, чем встроенный, так что со звуком работать это самое то. Также все это записывается на настольно обычный микрофон. И, как вы можете слышать, все прекрасно.
Ну что ж, пора перейти к тестам. И сегодня у нас будет тест в играх и в синтетике. Точнее, работа с видео и со звуком. Поехали! Феминистский подсобник с катаной. И да, я немного разогнал видеокарту. Симуляторы старта. Игра для старперов.
игра всех времен и народов.
консоли. Into space. Damn, it's dark down here. Let's get it from your body to your spirit. Into space. Holy shit, it's an ambush. Let's get it from your body to your spirit. Check 1 2 1 2.
работе. Так, проект не самый лучший, но для показания нагрузки пойдет. Да ладно, пришло время итогов. Ну, как вы видите, в играх и в работе пока что мне ПК хватает. Но однако меня немного расстраивает то, что в онлайн играх все же просадки ниже 60 бывает, и даже бывает, что 30. Поэтому я не советую брать i5 6400. Ну и также извиняюсь за лайтовость видео, потому что для создателя Adobe Premiere есть отдельный котел в аду. Ну и всем, конечно же, интересна себестоимость ПК. Я не знаю. Сначала потратил 37,5 тысяч рублей. Потом 12 тысяч блок питания, потом еще одна планка оперативной памяти 2900. Потом видеокарта 20 тысяч, корпус 1400. Ну и по мелочи там дальше веб-камера, клавиатура и все такое. Ну и еще несколько слов в техническом блоге. Я не знаю, как его продолжать, с финансовыми мне туго, а новые железки стоят денег. Может, со временем там будет выпускаться видео. Не знаю, но на всякий случай я оставлю ссылку на пожертвование. Ну что ж, пришло время закругляться. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Если честно, когда я записывал начало видео, я очень переживал, меня аж трясло. До скорого!